Ну что, всем доброе утро. Первый день в Куала-Лумпур. И вот сейчас вы видите, как может снимать Realme GT6 китайской версии. При том, что его приобрести за выгодный ценник довольно просто. Бенды все есть. Снимает он с 4К 60 FPS только на основу, но большинству этого будет, скажем честно, достаточно. Так же, как большинству будет достаточно качества съемки. По какой причине? По той причине, что YouTube работает не супер волшебно, у него качество норм. А если будете выгружать на наши социальные сетки, то там неважно, на Poco вы снимаете или на Realme, качество будет примерно одинаковое. Вот так будет выглядеть ваше утро в Куала-Лумпуре, Малайзии, на Realme GT6. Фотки исходников и все остальное я скидываю. Напоминаю, что я стараюсь делать на несколько смартфонов, если куда-то еду, с собой беру. Вот такой вот а-ля один день. Да, теперь я понял, где я. Очень похоже на Манилу чем-то, но нет таких свалок. И вчера я делал подобный обзор на Pixel 9. Смотрите, ставьте лайки, комментируйте, тогда буду еще делать на, получается, Xiaomi 14T Pro и еще много всяких смартов. Ну и разумеется, мракобесная фронталка 1080p 30 fps. Всем отличного дня. Смотрим. Так, ну что, начнем, как говорится, съемку, которую вы бы могли делать, если бы куда-то ехали, а возможно и будете, на Realme GT6. И повторяю, что сравнить вы сможете уже спокойно это все дело с Pixel 9, в перспективе еще с Realme 13 Pro Plus. Помимо этого еще на яблоке я сделаю подобные обзоры. И думаю, будет достаточно, чтобы оценить для себя, хорошо ли снимает смарт. Повторяю, что 1080p 30 fps в принципе ужасная фронталка, но учитывая, что наши сервисы шакалят качество, этого качества вам вполне хватит, чтобы выгрузить в тот же ВК, платформу, Дзен или еще куда-то, и будет примерно то же самое. Единственное, я здесь вижу, по-моему, рассинхрон звука и видео. Надеюсь, что это глюк, но пока это дело вижу. Почему я в темных очках? Не потому, что это модно, у меня болит глаз. Напоминаю тем, кто не подписчики. И в очках он не болит. Я не знаю почему. О, здесь вид, конечно, шикарный, сейчас увидите. Ночью было не видно. Вот видите, если брать иксы, то максимальный X10. Для фото X20. Примеры фоток, как всегда, можете в моей личной телеге посмотреть. Этот прекрасный рассеянный свет, который так ненавидит глаз и тем более не любит камера. С другой стороны, тени не такие явные. И, в принципе, есть свои плюсы, как говорится. Вот днем все это дело выглядит намного колоритнее. Надеюсь, что мы с вами еще поснимаем на Pixel 9, потому что ночью это все в дождь выглядело очень скромно. Нет, ну я вообще готов час просто снимать все эти виды, а я думаю, вы готовы на паузу ставить, потому что, с одной стороны, так же как в Бангкоке либо в Маниле, с другой стороны, нет этого ощущения того, что тебя прирежут прям через 15 секунд. То есть не то чтобы супер безопасность, но нет ощущения опасности, это раз. А два, не такая влажность лютая и нет вони. Из-за этого, может быть, нет вони по той причине, что здесь пахнет в основном пряностями или какими-то индийскими благовониями. Ну и плюс мусора так нету на открытых пространствах, который опять же вонял бы. Вот. Хотя внешне плюс-минус выглядит так же, но почище. То есть тоже все скромненько, с плесенью, но без мусора снаружи. Вот только вспомнил, да? Но не в таких объемах, во всяком случае. Сейчас посмотрим дальше, что будет. Опять же, это 3 часа дня, то есть уже накопилось, по идее, всего чего. Вообще вся Азия похожа, что Вьетнам, что Манила, что Бангкок. Примерно одинаковая
одинаковое строение. Я даже скажу, что и в каком-нибудь там, ну, в Азербайджане тоже примерно так же все построено. Может, чуть меньше небоскребов там, где я был. А в целом плюс-минус то же самое. И парки пустые. А, или это школа. Может быть, это школа. Скорее всего, это школа. Автобусы, кстати, выглядят намного приличнее, чем в Бангкоке. Большинство. Понятно, что здесь есть супер старые, но большинство не старых, а новеньких. Ну, мусор, да. Поспешил я с тем, что мусора нет практически. Местами очень странные переходы. То есть вот тут такой он длинный, как по диагонали. И по идее там, где ты ждешь зелень. И очень интересный индийский район. Вот здесь много индусов. И вторая церковь уже христианская. Только та, по сути, католическая была. И, наверное, это тоже католическая. Очень-очень интересно. Но людей ни там нету. И это к вопросу, почему я не снимаю на ультраширик. Потому что вот сейчас вы видите ультраширик. Это только 1080p 30 fps. Качество соответствующее. Сказать, что оно не особо приятное, ничего не сказать. Ну, наверное, где-то я буду вставлять его в ролик. Напоминаю, что, скорее всего, ролик буду монтировать прямо на смартфоне. Так что еще и скажу вам потом в своей личной телеге, как долго он рендерил все это дело. Опять же, процессора хватает, до часа он будет нарезать, тем более графики никакой. Вот. Havell International School. Как вымерший город, такое ощущение. Может быть, опять же, из-за дождей. Ну и плюс рабочее время, разумеется. Еще немного ультраширика. Смотрите, еще одна церковь. Такое ощущение, что здесь ну, пока 3 церкви за 7 минут. Вау. Вот такие вот дела. Еще все время умиляют вот такие козырьки на большом достаточно количестве улиц, для того, чтобы в палящий день или во время дождя можно было спрятаться и укрыться. Такое в Бангкоке есть, но в меньшем количестве, не наверное, а в меньшем. И здесь. И вот такие вот кондики. Здания. Не такие супер муравейники, кстати. Очень странно, что, обратите внимание, решетки на окнах практически на всех. То есть неважно, 2-й этаж или 5-й или 7-й. И о чем это свидетельствует? Да, о том, что friendly fire, что могут соседи заскочить через балкончик. И вот такие здания с переходами, смотрите. Вон Sentai Residence, Central. Вот мое зрение. И Астерегас. И здесь такие уставшие здания рядом с небоскребами. Все как у всех. Да, и в Абу-Даби также, кстати, было. Несмотря ни на что. Еще и не помыто тоже было. Ну, потому что держать в чистоте мегаполис — это супер дорого. И то довольно чисто. В это время Москва, да, такая? Да ладно, все нормально. Вообще недорого. И мечеть маленькая с одним минаретом. Здесь почему-то перекрытая для машин дорога. Но вот так это все выглядит. Наверное, там внутри жарко, если такие окна. Но, скорее всего, построено так, чтобы продувалось. Это школа. Очень странная школа, правда, с колючей проволокой. Вау. Школа с колючей проволокой. Круто. Я, кстати, смотрю вообще много объектов очень с колючей проволокой. Прям очень много. Очень плавно, но я начинаю понимать, почему здесь так много охраны у каждого кондика. А охраны и правда много. Прям очень много. И набережная.
Но это набережная реально. Река выглядит не очень чистой. Здесь никто не отдыхает, никто не гуляет. Но набережная есть. И, возможно, ее когда-то облагородят, а реку как-то, может быть, и очистят. Хотя очень сильно вряд ли, больше похоже, если честно, на просто место для сточных вод. Большое место для сточных вод. Технически это прям река-река. Вот. Так, 4К 60 FPS, очень странно все это выглядит. Потому что в метро никого нет. На улицах никого нет. А точно в Малайзии? Вот метро. К слову. Завтра буду юзать. Пробовать. Let's go. Так. И да, пешеходная дорожка с покатушками на велосипеде вдоль этой речки. Гипотетически возможно, по мнению ее создателей. Выглядит круто. Только странно, что людей нет. Тысячный раз повторяюсь. Ну и вот так вы сможете себя на фронталку снимать. А если смысла нет, но снимать себя можете. Мы это уже несколько раз выясняли. Это, кстати, супер достопримечательность X2. Но магия в том, что ее вроде еще даже не ввели в эксплуатацию с этим шпилем. Наконец я цветочки увидел. Через 30 минут пешим ходом я увидел цветы вдоль набережной. Ей. Не, вообще выглядит круто. И сразу видно, что за этим делом здесь ухаживают. Потому что все ближе и ближе к центру. Скоро будет Куала-Лумпур ЖД-станция. Я думаю, что там как раз будет цивилизация вся. Очень странно, что 20 минут от центра, и вроде тоже центр по карте, и нет никого, вообще никого. Такое ощущение, что просто как в каком-то фильме, только машины катают, и неизвестно, есть ли там внутри люди. Чуметь. 4К 60 FPS, смотрите, что здесь ползет. Геккон. Интересно, они на людей нападают? И так обычно и начинаются эти ролики, которые потом в шорты нарезаются и такие: о, чувака больше нет. Вот X2. И вот такую штуку, рептилию, вы можете на улице встретить. Все-таки индийские храмы выглядят круто. Всякие вот эти резные штуки, благовония, цвета, особенно когда они свежие. И смотрите, такие муравейнички, как у нас, когда окна в окна. Вообще ощущение, что после Токио, как будто я в апокалипсис попал, и все вымерли. Но это мегаполис. Здесь население гигей, плотность населения космос, а никого нет нигде. То есть вообще улицы пустые, набережные пустые. Катаются только вот эти вот суперпоезда, красивые и дешевые. И все. И птички летают. Как в день... Ладно, не буду говорить, а то ассоциируют какие-нибудь буквы. Короче, как в постапокалиптическом фильме. Но выглядит классно все. Вот прям интересно. Наверное, ну лучше, чем по пустыне гулять. Тут хотя бы зелень. Хотя нужно помнить всегда, что может что-то выползти. Как варан тот. И вот так деревья выглядят здесь. Прям как в джунгли, знаете. Здесь были джунгли, их вырезали. И теперь здесь город. Наверное, так и есть. Не вырезали, а чуть-чуть подвинули, да? Всякие штуки выглядят прям нереально круто. То есть вот это депо таким образом оформлено, видите? И здесь очень много различных архитектурных стилей. И я не скажу, что бесит.
Может быть, потому что я такой всеядный. Мне наоборот нравится. Все равно даже у европейских зданий здесь есть, пусть не Средней Азии, но такой азиатский вайб. Деревья, то, что так же, как в Бангкоке, на зданиях. Вот мусульманские темы не везде. То есть, если посмотреть на это здание и рядом вот на это, здесь вроде перетекает сюда, а вот там уже просто муравейник. Но с деревьями. Фронталка и все мои оценки, опять же, вот я просто могу сказать, нравится, не нравится. Вы можете просто отключить микрофоны, если поняли уже, как микро работают, и наслаждаться тем, как может снимать Realme GT6 китайской версии. А сенсор намного проще основной, повторяюсь, чем GT6 не китайские версии, но у не китайской процессор по серьезнее. Там 8S Gen 3, здесь 8 Gen 3. Хотя уже скоро 8 Gen 4 будет. О. Обязан это дело подснять, но напоминаю, что, к сожалению, на фронталку здесь переключаться с основы нельзя, так как можно это делать на Samsung'ах. Короче, я выяснил, что здесь полиция, оказывается, вот это вот здание полиции. А здесь должны же быть великолепные фонтаны, наверное, по логике. Но они устали. И здесь станция. Нет, здесь мечеть Нигара. Мечеть Нигара и параллельно, по сути, станция ЖД. Все в одном. Может, только и мечеть Нигара. Национальный музей. Вот так. Вход для туристов. Рядом прям с мечетью, кстати. Кофе и памятные монетки Национального музея. Чтобы войти в мечеть, надо вот так одеться. Вот мир пошел. Я уже 4-й раз перезаписываю пример съемки мечети. Это просто мечеть. Никаких ощущений. Просто красивая, хорошая, классная мечеть. И вот сейчас вы видите, как бы вы могли снимать мечеть, находясь в ней. В Малайзии. Параллельно это, по-моему, еще является музеем, если я не ошибаюсь. Национальная галерея основных деятелей, я так подозреваю. И вот так в 1965 году это дело уже выглядело. Газетные вырезки. Очень круто, что в мечети можно снимать. Кондиционеры работают, здесь прохладно. Или работает наверху суперкондиционер, я не знаю. И можно, то есть, допустим, мусульманам помолиться. Кто-то сидит, читает. Ощущение, что ты в каком-то таком простом, таком френдли помещении. Прям умиротворяющем. Не давит своей масштабностью, как некоторые подобные сооружения религиозные. Во всяком случае, это мои ощущения. Хотя смотрите резко по камню. Очень круто. И еще немного съемки внутри. Классное здание, такое простое с одной стороны, с другой стороны огромное, просто масштабное. Располагает. Вот то же самое 1080p 30 fps. Сейчас вы видели, как я с основного модуля переходил на ультраширик. На ультраширике. И вот там сможете уже снимать, как говорится, ближе. Main Player Home. Туда уже заходить нельзя.
О, только для Muslim Women's Only. Вот они, мегаполис. Это просто идешь к парку. Я шел к парку и в итоге забежал в музей. Ну, параллельно, разумеется, мечеть. Сюда едет снимать. Всего чего. Что, естественно. Ну, говорю, даже поручни, все простенько. Это, кстати, очень сильно располагает в зданиях, особенно меня. С одной стороны масштабность, с другой стороны довольно просто описано. Ой. В общем, ладно. Наверное, сюда нельзя. То есть есть функция, функцию выполняет. Вот. Наверное, так. Вот вам ценники прямо рядом с музеем. Не везде так можно поесть. Вот такие деньги. Но здесь можно. Опять же конвертируем. Чтобы вы не смеялись, если вдруг дети смотрят. Вот сами прочитайте. Теман Ботани сад ботанический. Вот сюда я дошел. И здесь я еще поснимаю. Из интересного люто просто выкручивает контраст. По зеленому цвету смартфон. Но я надеюсь, вам нравится. Потому что если не нравится, то вариантов немного. Потому что если ты будешь это дело красить, все равно у тебя нормальные цвета скорее всего не получится. То есть ты одно дело покрасишь, допустим, цветочек, у тебя станет не такой, а натуральный по цвету. Он перекручен, контрастность, другой цвет у него. То ярче он здесь. У тебя другие цвета поплывут. Хотя, опять же, может быть, какие-нибудь супермастера и есть, чтобы было все по фэншую. Вот такие лесенки. И такой парк. Планета Нигара. Планетариум Нигара еще здесь. А еще здесь есть музей полиции. Если я так... Да. Это реально музей полиции. Вау. Нет, туда я не хочу. Хочу, но не сейчас. И карта. Что здесь интересного? Немного, но есть. X2 и X1 кукурузник. Короче, здесь и планетариум рядом, и парк птиц. Но я пошел в первую очередь в парк птиц, потому что до планетария, ну, во-первых, я не особо и горю желанием туда идти, во-вторых, птицы интересно. Когда ощущение, кроме тебя, что почти никто не приехал в Малайзию, вы прикиньте, вот. И все. И как в Волгограде, кстати, кукушки. Ку-ку. И там больше ничего нет. Ничего. Ну, людей нет. А парк классный, кстати. Прямо отсюда даже видно. Да. Так, вот здесь описана концентрация всяких штук, которая должна вас развлечь. Но я иду за птицами. Птичек дешево посмотреть не получится, но с другой стороны на то и птица. До 11 лет бесплатно. И вот такая вот карта. У меня прям как всегда. 5 часов вечера еще не ел. Но сейчас поем хотя бы. 60 FPS, еда, много еды. Это 40 их. 40. Но это опять же у парка. 40 это, наверное, 800 рублей. Вот все это. Как любят все вот это вот самый большой в мире свободный парк, в котором птицы могут летать. Но последний парк в Маниле, в котором птицы, бабочки могли летать, я видел только мертвых бабочек. Если я здесь увижу живых птиц, в Тае живые птицы были, тоже летали внутри зоопарка, но там крышка была маленькая. То есть вот по площади, наверное, 1/6 или 1/5. И, конечно, это тема, когда у тебя вот прям тут птица. Это X1, если что.
Вот это X2. Тебе и супер телефон не нужен, потому что все у тебя прям под носом. Вот эта живность гуляет прямо здесь. Главное на нее не наступить. Ха-ха-ха. Руку боится. Вот на таком расстоянии павлинов я не видел нигде. Главное, чтобы он мне в руку не долбанул. Вообще, вау. 4К 60 FPS. И обезьянки здесь тоже бегают. Вот обезьянки могут выдергивать всякие вещи из рук. И да, RAW формат супер темный. Я не знаю почему. Но вот так. Это прям эффект вау. Вот это эффект вау. Такое количество живности, которое ты можешь рядом с собой увидеть на расстоянии 5 сантиметров. Нереально круто. Прямо нереально круто. X2. В 95% случаев, когда я бегаю по подобным штуковинам, у меня желание побыстрее заснять и убежать. А здесь мне реально прям интересно, потому что эти штуки рядом с тобой. И это тема. Мне интересно, кого-нибудь так кусали или нет. Надеюсь, что нет. X2. Охотничья живность внутри. Stuff only. И так их кормят. Совушки. Их не видно вообще. Главное не смотреть, как они без перьев выглядят. Вообще такие спокойные. Релакс. Сабай. X2. О, малыши. Ну вот так вот ты идешь просто, и мимо тебя ползут вот эти вот птички. Просто идут такие. Да, все норм. Вот почему такие зоопарки не сделать везде? Притом я не вижу здесь никаких там мертвых птиц или 554 охранника. То есть люди адекватные приходят, смотрят на них. И все в кайфушке. Очень круто. Мега круто. И обезьянки вместе с ними живут. Тоже без особо каких-то проблем. Место кормления. X2. Ну, по большому счету этой камеры хватает. Хотя она звезд с неба не хватает, особенно в плане фото. Но в плане видео очень даже достойно. Вот смотрите. Надеюсь, он не спрыгнет никуда. Павлинов здесь море. Как куриц. И чтобы ощутить всю глубину глубин при рассеянном свете по фронталке, вот так сможете снимать. При том, что получается 85. Ну, не дешевый билет, не супер дешевый. Но он того стоит на 1 000 000 000%. Вот в комментариях мне 100% напишут: да понятно, что ты ходишь рядом с этими штуками. Но все равно хочется показать. Прикиньте, сколько их, павлинов. Ну, кстати, это одни мальчики. А девочки где? Девочки, мне кажется, внутри там. Девочек держат отдельно. Страус. К нему не прийти. Ну, он там один. А, их там 2 отдыхает. Вот страус. Страусы. Но это не для мяса их здесь держат хотя бы. Помним, да, страусиная ферма, где есть. О, вижу первую девочку. Девочку павлина. Раз. А, нет, не первая. Вон, смотрите их. Раз, 2. X2, кстати. 3. Еще какая-то живность летающая. Необычная. Которую не встретишь и здесь. Малышок. Ну, что ты мне скажешь? Скажешь, уходите отсюда, я ухожу. Вот их сколько здесь. Вот мальчик с девочкой тусят. X2. 4К 60 FPS. Так, все-таки некоторые птички в закрытых помещениях. Потому что X2, ну-ка, есть, помог я фокусу рукой, автофокусу. И видите, держит он ее. То есть это X2, автофокус. Ну, автофокус врублен, и один раз помог ему рукой на что сфокусироваться, он
фокусироваться. Понятно, что вперед-назад, если... О, вперед-назад даже если делать, смотрите, фокусироваться. Понятно, что в бок он должен фокусироваться, а это вообще молодец. Фронталка попытался фотографировать через решетку, у меня не получилось фокусировать, притом видео получилось сделать, как вы видели уже, скорее всего. А вот если говорить про поводу фото, то же самое, ну, через решетку не получилось, X20 я наделал фотографию, но X20 бесполезно вообще. Больше, чем X2 я бы не приближал на этом смартфоне. Бесполезный зум. Так, цапля. Я правильно, если понимаю. Какая-то из разновидность цапли. Я так думаю. Но не факт. Вот так они будут выглядеть. Против солнца съемка, кстати. Противная. Сейчас не против солнца. Такие озадаченные. Я думал, здесь только павлины будут. Хорошо. И уточки. Смотрите, какие королевские уточки. И петушок. Какой-то карликовый. Или это курица? Нет, это петушок. Здесь отдельный такой загон для уток. Я так понимаю, чтобы их павлины не съели. И опять же, X2. Это, наверное, не прям идеальное место для их обитания. Здесь они, скорее всего, по идее, должны зимовать. Это курица. Куриц, чтобы тоже не съели. И уток, чтобы не съели в отдельном загоне. Fish food. Сэндвич-бар. Можно их кормить. 4К 60 FPS. Вот такие вот индюки. Еще. Все очень круто. 4К 60 FPS. Уточки. Гуси. Гуси, га-га-га. Не-не-не, ты меня можешь укусить. Так. И еще одна зона. Спрятавшийся попугай. Хороший парк. Не слишком маленький, не слишком большой. Я так подозреваю, что это конец парка. То есть тут можно покупать для рыб еду. Не отмел. Так что рыба без еды. 4К 60 FPS. Можно фоткаться с попугаями. X2. И да, это еще не конец, кстати, парка. Очуметь. 1000 рублей 8 на тебе этих попугаев будут. И можно сфоткаться. Так, вот это вот уже вне, получается, общей тусовки. Мне кажется, потому что попугаи, они чуть-чуть злее и будут есть тебя. Вообще столько птиц. Так, вот тут я вроде не успел. Или успел? Успел. Прикиньте. По идее, в это время он уже закрыт. Потому что уже 5. Но они не закрыли. И вы можете наблюдать супер красивых попугаев. Вообще классно. Просто вообще, вот кто любит птиц, я еще покатаюсь по миру, надеюсь, если здоровья хватит. Потому что по поводу денег, я еще раз повторяюсь, билет в Малайзию стоил 13 тысяч туда-обратно. И один, я скажу, из очень крутых номеров, вы видели уже видео, двухэтажный, 20 тысяч рублей. Ну, то есть, если вообще по супер эконому, я бы мог и за 20-ник слетать туда-обратно и остановиться где-нибудь в подешевле месте. Но просто у меня техника на такие деньги, что если я фотик потеряю, то я уже все, уже не восстановлю его. Уже, как говорится, и цены не те, и доходы не те. Поэтому будем аккуратны в поездках. С одной стороны, вроде видосов достаточно, с другой стороны, почему нет? Почему нет? Почему не показать вам все? Кому надо, тот посмотрит только картинку. Кому не надо, тот вообще смотреть не будет, правильно? Не везде можно найти птичек. Вот, допустим, одна здесь сидит, X2. Вот здесь достаточное количество петухов и кур. Анагадори чикен. О, карликовые петушки.
которых мы уже видели. И голуби, я так понимаю, разные. Здесь у нас никого не найти. Спрятались. Вот он. Один. Здесь Golden Pleasure. Какаду, скорее всего, какой-то. Куан. Белоротый. Или белое горло. White Throat. И все. А внизу что? А внизу еще много всего. Вау. Воу. Просто непрекращающийся парк. Еще одно пространство. Waterflow. Aviary. В общем, водопад а-ля. И цапли в большом количестве. Конечно, безумно повезло с погодой, потому что вчера, когда... О, смотрите, сколько обезьян пытаются сюда попасть. Потому что, когда прилетел, вы видели вчера на Pixel 9 в обзоре, было темно, противно и много молний с дождем. Здесь идеальная погода, не жарко, ну, чуть-чуть жарко, если лишний вес. Вот у меня уже, наверное, есть. Все-таки вот за неделю я его растрясу. Лишние килограммов 1,5. И самое то, побегать по интересным локациям. А еще ощущение, что здесь вообще никого нет. Ты ходишь, ну там 2 землекопа, как и я. Ходит, не знаю, 30 человек. Может быть, потому что дорого. Вот эти типы постоянно гуляют. Вот, может, потому что, не знаю, что люди не интересуются. Но очень крутой зоопарк. Хотя это правильно не зоопарк называется. В общем, крутое место. И вот так. Также, о, вот этот павлин какой-то либо старый, либо особый. Очень интересная расцветка. В готовности меня долбануть, мне кажется. Мне кажется, что даже вы уже в готовности меня долбануть за обилие павлинов и цапли и павлины. Но я вроде стараюсь по 30 секунд, по минуте делать. Даже не все снимаю. Пеликан вроде бы. Или цапля такая огромная. А кто здесь есть? Вот как это дело выглядит. Можете посмотреть здесь. Вот такая вот карта. Я думал, я фото делаю. Прям тема Education Station. То есть откуда появляются ваши наггетсы. Вот так вот все дело греется. И потом... Нет, потом не вот эти вот штуки появляются. Потом появляются яички. По 130, 120, 110, 80. И по поводу остальных ценников. Что еще берут? Утиный пух. Как это дело выглядит. И вот еще один рефрижератор. Не знаю, как это правильно называется. И как нужно яйца выставлять. И кто изобрел первый инкубатор. Такие мусюсики. И это мусюсик. Так, они здесь разных видов, эти страусы. И вообще это не страусы, острич. Кто-то страус, кто-то нет. И вот их можно кормить. О, галерея птиц. Чтобы примерно понимать рост птиц. Моа. Большие. О, красавец какой. Синий. Синей шеи. И еще раз для протокола: вечер, и ничего не поменялось. Вон там один человек идет, и все. А больше людей нету. Вот такой вот центр. С обсерваторией, птичьим парком. Вот там мы были. Парком рядом бабочек. Недалеко вот здесь
Завтра, может быть, я схожу и на Realme уже поснимаю 13 Pro Plus. И все. Вроде людей должно быть много, их нету. И вот это вот суперпарк огромный. Но здесь тоже я никого не вижу. И вы тоже. И как говорится еще раз, если вы, как это называется, транспортабельны, настаиваю, что лучше ходить по городу, в который вы приезжаете, если не на 2 дня, а на неделю, допустим, пешком. И вы увидите много всего интересного. Намного интереснее, чем просто катать по локациям. Развязки. Вообще очень-очень комфортная среда для прогулок. То есть это вам не Стамбул, в котором ты идешь по дороге и думаешь каждые 30 секунд, что тебя просто размажут по стене какого-нибудь дома. Я не знаю. Ну, опять же, я в Стамбуле гулял много и далеко. То есть, допустим, музей машин. Я пешком туда шел с центра, с Рэдисона. Ну, такой 1,5 часика прогулки. Кто знает, тот поймет. А здесь прям все френдли, то есть везде пешеходка. Понятно, что по ней никто не ходит, но она везде. Фонтанчики, видите? Там какие-то парки обустроены, попытки сделать красиво. И кое-что и получается, потому что выглядит это интересно. И чисто. Национальный музей текстиля закрыт. Ну, завтра, послезавтра я еще доползу до этих музеев. Наверное, но не факт. Но, скорее всего, да. Учитывая, какой здесь вайб, мне кажется, это будет круто. Здесь локация просто, чтобы сделать миллиард фотографий. Если вы размещаете фотки в каких-нибудь социальных сетях, вот на этих 15 метров квадратных можно сделать их 1000. Просто такие виды. Хотя народу объективно ходит народ, и им все равно. Вот. Ну, хотя вон фотографируют чего-то, видео снимают. Очень шикарно выглядит все это дело. Не зря народ снимает. Вообще. Здесь супер старые здания с супер новыми зданиями. Очень интересно контрастируют в хорошем смысле. А правильнее сказать, контактируют, потому что, наверное, если в пекло бы здесь было почти ощущение другое, а так вот прям вау. Сейчас ультраширик включу и покажу вам. Вы ощущаете, вот пришел тот момент, когда я говорю, вот он, нужен ультраширик, чтобы показать все, что здесь вас может окружать. Флагшток. Безумное количество суперзданий. И даже здесь это со шпилем тоже есть. И фронталка в таких красотах выглядит издевательством. И вот ловим закат, как говорится. Закат ловить тоже круто. Жаль, не хватает воды для фана. Но опять же, не всегда фонтаном работать. Вечерело, качество 4К 60 FPS. Здесь все тоже снимают всего чего. И вот там одна из фотодостопримечательностей. Нашел здесь одинокую рыбу, и плохо. Она, мне кажется, сама не знает, как сюда попала. Вот эти места для фотографий. River of Life. Река жизни. Ну, на нее не похоже, но, опять же, ничего не меняется с десятилетиями, потому что 10 лет назад, по-моему, Орел и Решка выходила, и они также такие. Река жизни, ну, как бы не особо чистая. Ну, а что делать? Ее же не очищать. Тут все типы сооружений надо менять для того, чтобы ее очистить. То есть строить очистные, менять. Мне кажется, весь город перекапывать. В общем, что есть, то есть. Вот здесь вот 7-Eleven. Скромный. Но главное есть. Мороженки те же. Мороженки те же. Но в основном большими упаковками. Плюс зонты. Тут вот мне то же самое. О, старбаксовские кофе. В Бангкоке такого нет. Вкусняхи. Red Bull по космическим ценникам. Энергетики не пьем. Надеюсь, они запрещены. И все. То я не буду показывать.
чипсики. Галереи. Здесь же еда. Здесь же Wi-Fi. Рынок очень прикольный, и ценники адекватные, кстати. Относительно Таиланда, допустим, того же. В общем, тут одна сплошная локация для фотографий, потому что вот там, видите, одиноко стоящее здание, узкое достаточно, похожее на то, что в Нью-Йорке. Вон здание 1953 года. Обфотографируйся просто. Что не здание, то интересная архитектура. Ну, супер старые, с мхом, супер маленькие улочки. А вот здесь вот прям запахи такие, что скорее всего здесь мусор давно не убирали. О, так мило, смотрите. Здесь продаются букетики с цветами. И вот просто бешеное количество цветов. Магазинчик цветочный. Это всегда круто. Главное с собой не таскать. Сделано прям все супер. И еще немного молитвы для колорита. Я не знаю, как здесь работают пешеходные переходы, но я, по-моему, ни разу на зеленый свет не переходил. Потому что они везде, только не там, где мне надо. Хотя мог 10 минут стоять. Очень крутые здания, прям мега крутые. Очень напоминает Бангкок. Потому что, ну, единственное, повторяюсь, что пахнет лучше. И зданий убитых меньше в центре. Время молитвы в парке. Птицы кричат просто люто. Мне кажется, крутой ролик. Напишите, крутой же ролик сегодня был. Потому что вот такие вот походилки, вот вы просто приедете, также сможете походить и посмотреть. И поснимать примерно то же самое. Вот это могу советовать. О, стоп. Рестик. Очень крутое здание для него выбрано. Прям мега лофт. И здесь рядом еще один рестик. Но мы идем вот туда, башни. Везде всякие граффити, интересные надписи. Но везде граффити, везде. Это, к слову, выглядит очень-очень круто. Здания могут быть грязными, где-то может быть плесень, но граффити оживляет картинку. Притом ничего негативного здесь нет. Вообще. То есть все исключительно на национальный мотив. Вот туда я и направляюсь. Не факт, что она работает для посетителей в это время. Но хотя бы дойду. Малазийская башня. KL Tower, Малайзия. Ха-ха-ха. Мне кажется, не она. Может, она? Не, она. Она. Ну что, надеюсь, она работает? 5 уровней. Даже здесь, кстати, довольно много граффити. Граффити. Здесь она работает. Будет облом, если в 8 часов вечера она уже закрыта. В какой-то момент времени все-таки у вас появится здесь лесенка. После того, как вы будете очень долго и упорно идти по дороге. Главное ее не пропустить. И да, сюда все-таки, если весь день ходил, лучше идти с запасом здоровья каким-то. Совсем без запаса будет грустно. Ценники очень приличные. В общем, в среднем 110 бат. Ой, этих их местных тубриков. И вот это дело ждать час. Где я это буду делать ждать. А вот это дело Skybox 20 минут. Ну тут прикольно. В общем, удалось. И вот здесь народ приходит, делает фотографии, а потом едет вниз или наверх. 8 вечера, и вот такая вот цветомузыка здесь. Насколько долго, я не знаю. И главное, что мне не получить из-за этого бан на музыку. Почему здесь кнопочка?
Все, эпичность тут зашкаливает просто. Ты как выходишь сразу. Вообще покруче вам Токио будет. Если хотите что-то увидеть наверху, то это прям тема. Понял. То есть здесь ты ждешь номер. У меня, допустим, 14:13. Где-то час надо ждать. Надо было раньше сюда прийти. Так, ну, чтобы вы понимали вообще всю глубину глубин, я попробую пройтись полностью. Пока есть время, все равно почти час надо ждать. И, кстати, и на Realme успею снять. 13 Pro Plus чуть-чуть. И видео тоже. Жаль, что внизу не поснимать. То есть никакой штуки из разряда стеклянного пола, как в Бангкоке на смотровой башне. Либо как стеклянный пол, допустим, в башнях в Токио. Подождите, в Киоте, по-моему. Да, в Киото были стеклянные башни. И теперь понятно, почему один бокс, вот этот вот, нужно ждать 20 минут, а тот бокс надо ждать час. Потому что здесь вид вот такой. Да, все скромненько, очень скромненько. 2206 Skybox 2. Thank you. То есть можно проходить здесь. И здесь снимать тоже эту сторону. Не зря пробежался. В Skybox могут заходить максимум 3 человека. И вот тут уже интереснее, если у тебя две стороны. Скажем так, повеселее. Отсюда народ прыгает, что ли? 300. Вот почему так много людей хочет фоткать там. Эти вот башни. Thank you. Hello. Башня огнива. И немного фронталки. Это уже апогей. Апогей, и дальше уже будет заключительное слово, как говорится. Это про высоту башен. Какие большие, какие не очень. Киал 421 метр. — 46-я в Токио. 333. То здесь по ощущениям реально выше. Скоро я пойду вот туда, и там уже зафиналимся. И вот финал, как говорится. Вот это вот дело надо ждать очень много времени. И еще немного. Все, финал. Я, кстати, не знаю, что с оптикой, обратите внимание, вообще непонятно, как она отрабатывает. Хотя здесь, с другой стороны, ничего нормально отрабатывать, наверное, не будет с таким освещением. Нет, смотрите-ка, не все. Это еще супер бонус. Когда башня заканчивает работу в 22:00, вот такая вот светомузыка здесь. X2. И только после этого уже она закрывается. Здесь такой знак стандартный, где вы можете с сердечком фотографироваться. И круто. И самолеты, конечно, когда летают рядом, и ты сидишь на башне, вот, и там вот дроны, по-моему, ощущения не самые радужные, потому что некуда бежать. Но что есть. Такая вот съемка сегодня. Когда включаешь фронталку ночью, ты в кружочке, подсветка есть, но от этого лучше она не становится. В общем, примерно 900 рублей с центра, считайте, до непонятно чего, но вечер, 20 минут такси, более-менее адекватно. Вот как из машины выглядит эта Индийская улица. Сори. Ну что же, чем закончить хочу. Это Realme GT6 китайской версии, не путайте с обычной версией. И это один день в Малайзии, в Куала-Лумпуре.
Если вам понравилось, не забудьте прожать лайк. Если вам бы это было полезно, не забудьте написать, чтобы я продолжал. Следующий смартфон, скорее всего, будет до этого Pixel 9, скорее всего, Realme 13 Pro Plus. Вполне возможно, это будет Xiaomi 14T Pro. Но, в общем, что-то из этого. Сейчас я снимаю на основной модуль данной камеры. Кто хочет помочь каналу, разумеется, подпишитесь на этот канал, на основной канал Польза.нет. Там будет полноценный обзор. Еще будет обзор прожарка на канале Польза стримы, и на Польза Лайв на этом же канале будет обзор одним кадром, но потом, когда я приеду в свою локацию стандартную, чтобы вы могли посмотреть, как на основной модуль этот смарт может снимать в режиме реального времени относительно остальных сотни штук, которые я уже гонял. В целом девайс вывез, никаких суперглюков не было, чтобы вы понимали. Допустим, сегодня я еще снимал параллельно на iPhone 16 Pro Max. Он подглючивал, кое-где перегревался, и нет, надень его вам с утра, если не хватит. И на Realme 13 Pro Plus чуть-чуть снимал. Это, конечно, небо и земля. GT6 это абсолютно другой уровень, опять же, по мне. Исходники фотографий скачивайте в моей личной телеге. Помимо этого, кто хочет помочь каналу, есть еще телега скидок, подписывайтесь на нее, ходите Donation Alerts. В общем, в целом подход у меня, как всегда, простой. Я покупаю, делаю много обзоров на один и тот же девайс, потом на следующий, и вы дальше уже делаете выбор, насколько он хорош. Стоит 0 здесь, то есть у меня здесь 100% он не заблокируется, разблокирован продавцом. И большинство алишных, как раз GT6 китайской версии, они разблокированы продавцом, те, что вы на Алихе покупаете. За остальные ничего не скажу, вероятность того, что вы получите кирпич, она всегда присутствует у BBK, но будем надеяться, что этого не произойдет. Съемка здесь ведется в максимально неприятных условиях. Вот сейчас, через 2 минуты, он, получается, просто-напросто перестал у него экран гореть, то есть он погас, и я не могу через зеркало отслеживать, что именно я говорю. Стоит смартфон сейчас на штативе. Надеюсь, что вам было интересно. Девайсу предварительно, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Вот такой вид.